Теракт в центре Львова, серия мощных взрывов в центре, украинские силовики, объявлена повышенная готовность. Атака на правительственный квартал, удар по кабинету министров, силовые структуры переведены на особый режим. Иран открыл огонь, воздушные цели поражены, боеготовность Тегерана и подавление новых протестов в стране. Сдача Украины и удар в спину. Президента обвинили в предательстве, системная ошибка Соединенных Штатов и план Трампа по отречению от Киева. Нападение и стрельба в центре украинского города, открыт огонь по военным штурмовой бригады и не на линии фронта. Срочный запрос в Кремль, Минобороны РФ и МВД Путина просят о помощи. Тревожное обращение народа. Чрезвычайное положение в столице. Командование ВСУ заявляет о переходе территории из рук в руки. Британец готовит бункер из Боинга, а ученые заявляют о всплеске тревожности и плохого самочувствия у людей из-за необычного явления в последние дни. Что произошло? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Мне очень будет приятно, если во время просмотра вы поставите лайк и подпишитесь. А я начинаю. Бункеры на границе с Россией. НАТО закупает укрытия. Решение Минобороны Эстонии. Таллин ускоряет милитаризацию восточной границы. Страна готова закупить до 600 бетонных бункеров для Балтийской линии обороны. Первые 28 бункеров доставлены, 9 уже установлены на юго-востоке. Параллельно роются противотанковые рвы и разворачиваются заграждения. Таллин рассчитывает полностью завершить создание оборонительной линии вместе с Латвией и Литвой к концу 2027 года. Балтийская линия обороны – это совместная инициатива Эстонии, Латвии и Литвы, направленная на предотвращение возможного военного нападения противника уже с первых метров государственной границы. Зеленскому поставлен жесткий ультиматум, и за ним не Путин, а Фица, премьер Словакии. Нефть в обмен на электричество. Братислава готова выключить Киеву свет, если Украина немедленно не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», остановленный 27 января, заявил Фица. Речь идет об аварийных поставках Украине электроэнергии. К заявлению присоединился и Орбан. Он сказал, что Венгрия и Словакия идут на 3 шага, чтобы получить нефть. Первый шаг – это прекращение поставок дизеля в Украину. Второй – блокировка кредита ЕС на $90 миллиардов Украине. И третий – отключение электроэнергии. В Будапеште при этом заявили, что трубопровод «Дружба» цел и его можно использовать. И вот что сказал Орбан. Если это остановить, последствия могут быть жесткими. Словаки уже вчера намекнули на такую возможность. Мы согласуем позиции со словаками. И если понадобится, примем и этот третий ответный шаг. И тогда останется только один вопрос. Что же хотят этим добиться украинцы? Ведь они не могут рассчитывать, что за 50 дней до выборов, когда мы уже справились с чрезвычайной ситуацией, мы вдруг изменим свою позицию по фундаментальным вопросам. Напомню, Украина обвиняла Словакию и Венгрию в нефтезависимости от России. После заявления Орбана и Фица Украина отвергла и осудила ультиматум и шантаж. Это была цитата из сообщения МИД Украины. Там заявили, что нефтепровод поврежден в результате российских ударов. И сейчас идут ремонтные работы «Дружбы». Украина рассматривает возможность задействовать механизм раннего предупреждения. Речь о разбирательстве по правилам ЕС. Оппозиция Словакии при этом заявила, что Фица действует по указанию Москвы, и его угроза отключить Украине электроэнергию – это моральный провал и экономический абсурд, который ударит по самой Словакии. Такой ультиматум принесет стране финансовые потери, подорвет доверие в ЕС и покажет ее на неправильной стороне истории. Жесткое нападение и стрельба в центре города. Открыт огонь по своим и не на линии фронта. В Днепропетровской области атаковали военных штурмового полка «Айдар». В Каменском 6 неизвестных пошли против представителей украинской армии. Один из нападавших оказался военным в статусе самовольного оставления части. Второй – местный житель. Оба задержаны и отправлены под стражу. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Еще 4 участников дерзкой атаки проверяют на причастность. Причина, как уверяет следствие, просто провокация. Детали, из чего именно начался конфликт с военными Айдара, нет. Спецпрокуратура пишет о событии следующее, цитирую. 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно произвел не менее 4 выстрелов из предмета, внешнего похожего на пистолет, в сторону автомобиля военнослужащих. После этого рукояткой указанного предмета были разбиты лобовое и переднее боковое стекло. 37-летний мужчина открыл переднюю пассажирскую дверь транспортного средства и нанес удары по лицу одному из военнослужащих, причинив легкие телесные повреждения.
Украина не проигрывает, но и не побеждает, а солдаты признаются, они измотаны до предела. Об этом пишет издание The Times. Задача не допустить дальнейшего продвижения России лежит на эмоционально истощенных и физически измотанных украинских солдатах, многие из которых находятся на фронте годами, говорится в публикации издания. При этом The Times пишет: война будет продолжаться, пока Россию не охватят массовые протесты или пока Путин будет оставаться у власти. У Зеленского же на данный момент другой план. 3 пункта для подрыва ситуации внутри России. И вот какие. В попытке нарастить давление Киев стремится довести ежемесячные потери России до 50 тысяч военнослужащих, уровня, который оставит Путину выбор – сократить боевые операции, пытаться набрать еще больше иностранных бойцов или прибегнуть к мобилизации, что рискует вызвать общенациональное недовольство. Украина – самая громкая и болезненная из американских предательств. Европа видит, как Вашингтон отступает перед Путиным, обвиняет Киев и фактически принуждает его к уступкам. Так, о нынешних событиях уже пишет издание The Guardian. Авторы уточняют, Трамп почти обнулил прямые поставки оружия, продвигает перекошенный мирный план, который требует сдачи территории без гарантий безопасности, и одновременно заигрывает с Кремлем. По мнению автора, это сознательный разрыв с союзниками, подрыв НАТО, монетизация войны и унижение Зеленского ради сделки. Европа получила сигнал: США больше нельзя считать надежным другом, и это предательство с последствиями для всего континента. Предательство Украины США – предвестник более широкой измены. Началось не с Трампа. Гарантии безопасности, данные Киеву Биллом Клинтоном в 1994 году, оказались пустыми. Барак Обама моргнул, когда Путин захватил Крым в 2014. Джо Байден, преследуемый призраками холодной войны, в 2022 году отреагировал чрезмерной осторожностью. Но теперь предательства Трампа сознательные и происходят прямо сейчас. Война не в тупике, в этом уверяет главком ВСУ Сырский. 21 февраля вышло его большое интервью изданию Le Monde. Украинское командование заявляет о срыве российского наступления. Сырский говорит, что Россия готовила масштабное наступление с целью взять весь Донбасс, продвинуться в Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области и создать буферные зоны в Харьковской и Сумской областях. Но эти планы были сорваны, говорится в статье. По его словам, удары ВСУ по Белгородской и Курской областям вынудили Москву перебрасывать силы и лишили ее возможности начать весеннее наступление в 2025 году. Сырский при этом уверяет, что территории переходят из рук в руки. Цитирую. «Существование множества военных операций позволяет генералу Сырскому, в отличие от того, что утверждал его предшественник генерал Залужный, заявить, что война не зашла в тупик. Не только территории все еще меняют хозяев, но война ведется во всех сферах – на суше, в воздухе, на море. И теперь невозможно говорить только о сухопутной войне». Путина, Белоусова и Бастрыкина требуют экстренно вмешаться в ситуацию из-за скандала в армии. Якутских срочников заставляют подписывать контракты с Минобороны. Об этом в своем телеграме сообщает депутат Госдумы РФ Тумусов. По его словам, он получил обращение от матерей солдат, которые проходят срочную службу в Комсомольске на Амуре. Женщины просят помощи и боятся, что их сыновей уже в качестве контрактников могут отправить на войну. Депутат заявил, что для проверки сведений от матерей обратился в Минобороны, Следственный комитет и Главную военную прокуратуру России. Если жалобы подтвердятся, это серьезный сигнал, говорит Тумусов. Контрактная служба по определению должна быть добровольным, осознанным выбором, не под давлением и не из-за страха. И вот еще цитата. Со слов матерей, их сыновья, отслужившие около 2 месяцев срочной службы, могли быть введены в заблуждение, либо подвергнуты моральному давлению при подписании контрактов. Женщины говорят о возможном нарушении принципа добровольности. Серия мощных взрывов в центре Львова без объявления воздушной тревоги и российских ракет прогремела в ночь на 22 февраля. В соцсетях десятки видео с места событий. Украинские правоохранители оказались в эпицентре взрывов. Несколько нарядов прибыло на место, где до этого прозвучал первый взрыв, и уже после, фактически вместе скопления украинских силовиков, рвануло еще несколько раз. Крики, паника и яркие вспышки. Что произошло в первые минуты, было неясно. Официальные комментарии появились лишь спустя некоторое время. Полиция без объяснения причин написала: среди полицейских есть погибшие и раненые. Следующее сообщение уже от мэра города Садового. Это был теракт. Минимум 14 пострадавших. Всем им оказывалась помощь. Садовой заявил и об одной погибшей полицейской. Полицейские приехали на ложный вызов и после прогремели взрывы. Параллельно с этим событием украинские мониторинговые каналы сообщили о взлете стратегической авиации России, которая наносит удары по стране. В Украине заявили, что целью атаки в том числе баллистикой и кинжалами могут стать энергетические объекты.
Удар по правительственному кварталу, атакован кабинет министров, в здание полетели коктейли Молотова. Протестующие обвиняют премьера в коррупции и обнищании населения страны. Антиправительственные протесты не угасают в столице Албании Тиране. Тысячи жителей снова вышли на улицы. По данным СМИ, демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью и фейерверки в офис премьер-министра Эди Рамы. Полиция разгоняла людей слезоточивым газом и водометами. По данным силовиков, арестовано около 30 человек. Оппозиция заявляет о 40 задержанных. Напомню, протесты в Тиране начались еще в конце прошлого года, когда специальная прокуратура выдвинула обвинение против заместителя премьер-министра Белинды Балуку. Балуку, близкая соратница Рама, была отстранена из-за коррупционного скандала, который сейчас расследуется. Но албанцы хотят, чтобы главный коррупционер, глава правительства, тоже понес наказание. Иран открыл огонь. Впервые по воздушным целям с моря военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской революции успешно провели тестовый пуск корабельного варианта своей зенитной ракеты «Сияд-3G» во время крупномасштабных учений в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Мехр. Ракета была выпущена с военного корабля «Шахид Сияд Ширази». Ранее в 2016 году была испытана наземная версия этой ракеты дальностью действия до 120 километров. Вес данной зенитной ракеты 900 килограммов, отмечает Анадолу. Теперь эта смертоносная мощь перекочевала на корабль. Все происходит на фоне накала и планах США. Большая война Трампа против Ирана может иметь катастрофические последствия для самой Америки, неоднократно заявляли эксперты. Издание Axios при этом пишет, Трамп грозится ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына, который рассматривается как потенциальный преемник. Ракета «Сияд-3G» имеет вертикальную пусковую установку и, по имеющимся данным, дальность действия 150 километров. Иранские власти заявили, что эта система позволяет создать региональный зонд противовоздушной обороны для военных кораблей класса «Шахид Солеймани». Тем временем в Тегеране вновь разгорелись протесты против власти. По данным местных СМИ, сотни студентов вышли на улицы, чтобы почтить память погибших во время январских столкновений с силовиками. Мирные митинги проходили возле нескольких столичных университетов, но закончились силовым разгоном. Возле технологического университета имени Шарифа произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями, сообщают СМИ. Студенты во время нападения кричали «Позор! Свобода! Смерть Хаменеи и да здравствует Шах!». Чрезвычайное положение в столице. Трамп идет на крайние меры. Президент заявил об экологической катастрофе и заявил об особом режиме. Причина – в Вашингтоне на канализационном коллекторе большая авария. Примерно 900 тысяч тонн неочищенных сточных вод хлынули в реку Потомак. Эта водная артерия является одним из основных источников питьевой воды для города. Отмечу, ЧП произошло еще 19 февраля. Под угрозой не только столица США, пишут СМИ, но и соседние районы Мэриленда и Вирджинии. Вода заражена фекальными бактериями, опасна для купания, рыбалки или тем более для употребления. Трамп винит в аварии местные власти и поручил защитить Потомак. Но, по его словам, случившаяся – это экологическая катастрофа. Ликвидацией последствий из-за канализационного прорыва занимается Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. Действие президента уполномочивает Федеральное агентство по управлению в ЧС координировать все усилия по ликвидации последствий бедствия, чтобы облегчить страдания и трудности местного населения, а также предоставить соответствующую помощь для спасения жизней, защиты имущества, общественного здоровья и безопасности и снижения или предотвращения угрозы катастрофы. Тайные ядерные испытания Китая. Американская разведка бьет тревогу. По ее данным, Пекин разрабатывает новое поколение ядерного оружия и тайно провел как минимум одно взрывное испытание в 2020 году на полигоне Лапнур, нарушив собственный мораторий с 1996 года. Об этом сообщает CNN. Спецслужбы предполагают, что цель Си Цзиньпина – создать самый технологически продвинутый ядерный арсенал в мире, став равным соперником для США и России. Данные анализа показали, что тест был направлен на разработку оружия следующего поколения, включая новые технологии и потенциально уникальные боеголовки, которых нет у других сверхдержав. При этом издание отмечает, с 1964 года Китай обладает ядерным арсеналом и производит боеголовки быстрее всех, но пока уступает по качеству и количеству США и России, сохраняющим доминирующее положение. Далее также цитата. Речь, в частности, идет о системах, способных доставлять несколько миниатюрных боеголовок одной ракетой. Также, по данным источников, Китай разрабатывает маломощное тактическое ядерное оружие, чего ранее не делал, которое может применяться против более близких целей, включая возможные сценарии вокруг Тайваня.
Британец готовится к апокалипсису и строит ядерный бункер из старого Боинга. Как пишет Daily Mail, житель Дербишира Дэйв Биллингс собирается на своем участке закопать часть корпуса самолета, который он купил почти за $5500. У мужчины уже есть подземное хранилище, отмечает издание, и попасть в него можно по лестнице, спускаясь в древний времен Второй мировой войны колодец. Один из входов будет через настоящую дверь самолета, так что посетители будут заходить внутрь словно на посадку, а затем спускаться в скрытый подземный комплекс, оснащенный вакуумным туалетом, кухней и складом с запасами продуктов. И все это на глубине более 4 метров. По словам британца, под толстым слоем бетона укрытие может защитить от радиоактивных осадков. Проект он финансирует доходами из соцсетей и рассчитывает закончить его к концу этого года. Скачки в так называемом пульсе Земли. Ученые предупреждают, метеозависимые люди могут слышать звон в ушах, ощущать боль в мышцах и вообще находиться словно в тумане. По данным сервиса Meteo Agent, который отслеживает связь между изменениями окружающей среды и самочувствием человека, естественная гудящая вибрация Земли в последние недели пережила серию необычных всплесков. Было как минимум 4 дня, когда показатель взлетал выше 5. Это уровень геомагнитной бури, который, по словам специалистов, могли ощущать чувствительные люди. Пугающий момент в том, что частоты этих колебаний почти совпадают с ритмами человеческого мозга. Когда мы засыпаем или расслабляемся, мозг переходит на медленные тета-волны, примерно 4-8 Гц, почти как естественное гудение Земли. Ученые подчеркивают, прямых доказательств влияния на самочувствие нет, но сам механизм звучит тревожно. Тысячи молний каждую секунду создают электромагнитные волны, которые отражаются между поверхностью планеты и ионосферой, превращая Землю в гигантскую эхокамеру с постоянным фоновым пульсом. И вот еще. Сторонники этой теории утверждают, что всплески электромагнитной активности Земли могут способствовать тревожности, проблемам со сном, трудностям с концентрацией или высокочастотному звону в ушах, хотя медицинские эксперты отмечают, что у этих симптомов есть гораздо более подтвержденные причины. Друзья, а теперь буду признателен за вашу поддержку. Мне приятно, а вам, вероятно, не сложно. Поставьте лайк, оставьте комментарии, хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.